Фермер по имени Томас жил на краю маленькой деревушки, окруженной полями и лесами. Его хозяйство было скромным. Несколько кур, старая корова и пара грядок, которые едва приносили урожай. День за днем он пахал землю, ремонтировал заборы, кормил животных и мечтал о том, чтобы как-то выжить, не больше. Однажды, возвращаясь с поля, Томас заметил странный шорох на старой свалке за деревней. В кучах мусора лежали бутылки, картон, ржавые ведра. Обычное место для выброшенного хлама. Но что-то шевельнулось среди грязи. Он подошел ближе и увидел девочку лет 7-8, закутанную в лохмотья, с глазами, полными ужаса. Рядом лежала записка, которую он почти не успел прочитать, прежде чем его сердце сжалось. «Не ищите меня». Сразу стало понятно, ребенка выбросили сюда намеренно. Томас заметил следы грязной обуви, взрослого человека, который не остановился даже перед чужой жизнью. Девочка была измучена, голодна, холодна до костей. Он аккуратно поднял ее на руки, чувствуя тяжесть не только тела, но и судьбы, которая ее сюда привела. Томас собирался нести ее домой, но внезапно из-за кустов появился громкий звук двигателя. Внедорожник, черный и блестящий, остановился прямо возле свалки. Из машины вышел мужчина в дорогом костюме, с очками и выражением, которое сразу придавало ему власть и силу. Это был известный бизнесмен, который приезжал в эти края редко и обычно для сделок или охоты. Он посмотрел на девочку, затем на Томаса, и его лицо изменилось. Он знал, что ребенку нужна помощь. Без лишних слов он достал одеяло, легкую еду, воду, все, что могло согреть и поддержать ребенка. Томас почувствовал странную смесь облегчения и недоумения. Почему человек с таким состоянием, с таким влиянием и деньгами вдруг остановился здесь, на свалке, ради чужой судьбы? Бизнесмен быстро сориентировался. Девочка нуждалась в медицинской помощи и безопасном месте. Он предложил отвезти ее в ближайшую городскую клинику и при этом взять ее под свою опеку до выяснения обстоятельств. Томас понял, что эта встреча больше, чем случайность. Иногда мир сталкивает самых разных людей в самых неожиданных местах. Девочка обняла Томаса, как будто он был ее единственным спасением, а затем села в машину миллионера. Томас остался стоять среди мусора, но уже не один. Его сердце было наполнено теплом, и он знал, даже в самых мрачных уголках мира может появиться человек, который внезапно изменяет жизнь к лучшему. В тот день фермер вернулся домой с мыслью, что иногда судьба ведет через грязь и отчаяние к свету, а люди, которых мы считаем недосягаемыми, могут оказаться рядом, когда это действительно нужно. Девочка обрела шанс на новую жизнь, а Томас понял, мир все еще способен удивлять, даже там, где кажется, что надежды нет.